Дубай славится своим шопингом и молами далеко за пределами страны. С одной стороны, этому способствует удобное расположение на пересечении торговых путей. Другой – ниже налог, чем в многих других странах. Третий аспект огромной популярности молов – это специфика климата. Кондиционированное помещение становится чуть ли не единственным спасением от жары. Поэтому торговых центров становится еще больше. Они становятся все масштабнее, грандиозней, многочисленнее и популярнее. Здесь создаются целые города-молы с магазинами, прачечными, отделениями почты и коммунальных услуг, мастерскими, с огромными развлекательными и детскими залами, с офисами госучреждений, огромными перечнями мест, в которых вы будете расставаться со своими денежками. Все знают про Дубай Молл, Mall of the Emirates, Marina Молл и так далее. Но я вам сегодня покажу торговый центр из списка моих любимчиков. И вот почему. Во-первых, Нахиль Молл относительно новый торговый центр, расположенный в самом сердце Пальмы. Он еще не супер раскрученный, и людей здесь будет значительно меньше. А также к нему на удивление удобный подъезд и развязка. Не нужно стоять в пробке, чтобы заехать на парковку, которая, кстати, пока бесплатная. Во-вторых, к этому молу можно добраться на монорельсе, то есть совместить два в одном. Во-первых, я вам советую прокатиться на этом чудо техники. Это очень необычно и увлекательно. А если даже вы не планируете путешествовать с помощью современных технологий, здесь можно просто понаблюдать за ним. Либо снизу, либо даже сверху. Ну разве не чудо? Третий аспект, за который мне люб этот молл, это роскошная аллея, прямо от входа и практически до самого основания Пальмы. Она зеленая, с изобилием растений и детских площадок. Также здесь pets-friendly. Этот променад идет по центру ствола насыпного архипелага. Он расположен таким образом, что скрыт от дорог и лишних глаз, с массой приятных кафе и мест для занятия спортом и уставанием детей. Это место прям на пятерочку. Очень приятный оазис в песчаном городе, особенно если вы детишная семья. Так что хотя бы только ради этой аллейки уже стоит приехать в этот молл. Если я вас еще не убедила в крутости этого молла, едем дальше. Следующее отличие этого торгового центра от остальных – это наличие смотровой площадки View at the Palm, расположенной на 52 этаже, и возможность насладиться видом на город и на Пальму Джумейра с высоты 240 метров. На мой взгляд, это лучшая смотровая площадка в городе, и у меня на канале есть отдельное видео о ней, ссылочку оставлю вам в конце. Здесь учли все предыдущие ошибки, расположили стекла под определенным уклоном для лучшего обзора и возможности сделать фотографии без ликов, в отличие от всех смотровых на Бурдж-Халифа. В общем, обязательно посмотрите обзор. А также здесь можно просто подняться на высший этаж молла без посещения смотровой площадки и прогуляться под открытым небом с хорошим видом, выпить чашечку кофе, посмотреть на рыбок в аквариуме, полюбоваться мини-панорамой и монорельсом. И, судя по анонсам, в скором будущем должна еще открыться вот эта смотровая площадка «Мостик». Так что ждем с нетерпением. Далеко не отходя, еще одно место, которое здесь стоит посетить, это панорамный Infinity бассейн Aura на 50 этаже. Это настоящий рай для инстасамочек и любителей постить фотографии. Будьте уверены, после этого места вам будут завидовать все. Цены отличаются в зависимости от зоны и времени посещения. Это один из немногих вообще Infinity бассейнов в Дубае.
Если вы недостаточно еще влюбились в этот молл, я продолжу. Здесь очень часто проходят выступления. В центре молла стоит рояль, масса интересных инсталляций, в принципе, как и в любом молле. Но здесь также есть пара офисов и необычных магазинов, которые я вам тоже хочу показать. Во-первых, это офис турфирмы Dnata. Если вы живете в Эмиратах и хотите поехать отдохнуть, даже пакетным туром, эти ребята вам помогут. Второе место – это мой любимый цветочный магазин, где можно купить букеты не по цене крыла самолета, а также можно просто прийти и насладиться зеленью. А теперь предлагаю немного прогуляться по территории и зайти еще в несколько магазинов. Hepsini elinde. Я надеюсь, что это видео было вам полезным и вы узнали для себя что-то новое. Если не сложно, поддержите его, пожалуйста, лайком и комментарием. Подписывайтесь и переходите на канал, где я рассказываю о том, как мы живем в разных странах. И до встречи в новом месте. Пока-пока!